Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Многим людям, ничего не знающим о тюремной жизни, это кажется совершенно удивительным и невероятным. Но отбывая наказание на зоне, можно абсолютно законно организовать трехдневное проживание в отдельном номере со своей женой или почти законно, вообще с любой девушкой, предварительно получив разрешение начальника колонии и заранее его за это финансово отблагодарив. На официальном языке это называется длительное свидание. Длительное свидание проходит в помещении колонии или за ее пределами в здании гостиничного типа за счет родственников осужденного. В неотопительный и отопительный период расценки разные. Также на многих зонах, кроме обычных номеров, бывают номера люкс и полулюкс, которые, соответственно, дороже. Выходить за пределы отведенного участка нельзя. Это будет означать окончание свидания. Формально длительную встречу разрешают только семейным людям. В случае близкого родства, супруга, родители, ребенок, родной или усыновленный, брат, сестра, бабушка, дедушка, встречу разрешат без проблем, не противоречащую режиму и условиям содержания, конечно. Вот основные положения уголовно-исполнительного законодательства в части предоставления свиданий. В порядке, установленном статьей 89 УИК РФ, глава 14 ПВРУ, осужденным предоставляются краткосрочные свидания продолжительностью 4 часа с родственниками или иными лицами в присутствии представителя администрации ИУ. Длительные свидания предоставляются продолжительностью 3 суток с правом совместного проживания с супругом, супругой, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками, с разрешения начальника ИУ с иными лицами. Таким образом, на основании этого документа абсолютно законно начальник колонии лично может разрешить свидание с неофициальной женой при наличии справки, подтверждающей факт совместного проживания и наличие общих детей. На правдивость и даже наличие этих справок он легко может закрыть глаза, естественно, не бесплатно. Таким образом, неофициальной женой можно представить вообще кого угодно. Сотрудники многих исправительных колоний, абсолютно не стесняясь, рассказывают, что за определенную плату в их колонии на свидание могут завести любовницу. Например, в 2012 году украинские СМИ всколыхнул громкий скандал, который случился в Житомирской четверке. В комнате для свиданий гражданин иностранного государства нанес женщине 7 ножевых ранений, 3 в грудную клетку, 2 в левый коленный сустав, по одному в левую поясничную область и шею. Журналистам сразу стало известно, что официальной женой она ему не приходилась. Скандал для продажных ментов вышел тогда знатный. А известный азербайджанский вор в законе Надир Салифов, более известный как Лоту Гули или Гули Бакинский, во время своей отсидки в габустанской тюрьме вообще наладил систему регулярных посещений проституток. Ими были азербайджанские модели, одной из которых оказалась организатор конкурса красоты «Мисс Азербайджан-2006» Парвана Эфендиева. Каждый раз Салифов и близкие ему заключенные давали им по 400-500 долларов за визит. Для общего режима предусмотрены 3 краткосрочных и 3 длительных свидания в год, то есть через 4 месяца каждое. Для строгого режима краткосрочных и длительных свиданий предусмотрено по 2 в год, 1 раз в полгода. На особом режиме еще меньше, 2 краткосрочных и 1 длительное свидание в год. Представители Красного хозактива могут брать свидания ежемесячно. Помещение, где проходит встреча, всегда оборудовано телефоном. Если что, можно им воспользоваться, и немедленно явится вооруженная охрана. В остальном, в номере можно чувствовать себя как дома. Относительно, конечно. Качество номеров, в зависимости от колонии, бывает очень разное. В некоторых они очень чистые и даже уютные, а в некоторых просто кошмарные. Тем не менее, обычно, даже когда все перемыто и выскоблено до больничной чистоты, в номере все равно остается стойкий запах сырости и советской общаги. В обычных комнатах для свиданий телевизор с нанесенным инвентарным номером, зарешоченные окна, безвкусное и разномастное белье. Однако сейчас в некоторых колониях есть комнаты с евроремонтом, которые очень даже ничего, это VIP или люкс номера. Некоторые номера внешне напоминают недорогую однокомнатную квартиру. В них есть все, что необходимо для жизни. Полноценная кухня, плазменный телевизор, душевая, спальня и даже окна, выходящие во дворик с качелями и клумбами. Правда, к оконной раме приварены массивные решетки. Но в некоторых колониях такие номера выглядят как хлев для скота. Комната очень маленькая, 2 шага от двери и уже кровать. Кроме кровати, в комнате стоит небольшая тумба с ящиком для белья. На ней телевизор и DVD. Также там есть небольшой столик, чайник и 2 табуретки. В ящиках тумбы валяется мышиный помет. За кроватью просто помойка. Судя по всему, в таких номерах не убираются вообще никогда. Кухни как отдельного помещения там нет.
Все столы, шкафчик, 2 плиты, 2 холодильника и раковина расположены вдоль стены по коридору. Выходишь из комнаты и попадаешь в общую кухню. Когда кто-то готовит, запахи тут же попадают в комнату, дверь которой в шаге от плиты. Тут же, рядом с коридорной чудо-кухней, проход в помещение, разделенное на 3 части. Курилка, туалет и душ. Чтобы попасть в туалет, нужно пройти через курилку, а чтобы попасть в душ, нужно пройти через туалет. Двери на защелку закрываются только в туалете. То есть, если кто-то идет в душ, то никто не попадет в туалет. И наоборот, пока пройдешь в душ и обратно через курилку, весь пропитываешься запахом дыма. По приезду в колонию гости ждут в комнате ожидания. В этой комнате могут стоять диваны, телевизор и даже столик с чайными принадлежностями. Чайник, чайный сервиз, чай в пакетиках, растворимый кофе, сахар. Заявления на свидание, как правило, принимают в 9-9:15 утра. Но по факту за ними могут прийти и в 10, и в 11. Сотрудники читают заявления, забирают паспорта и уходят. После этого может пройти и час, и два. После своих проверок сотрудники возвращаются и отправляют гостей оплачивать длительное свидание в кассу. Оплата за пребывание на длительном свидании производится по-разному. Где-то за весь номер на весь срок, а где-то за каждое получаемое благо отдельно. Телевизор, DVD-проигрыватель, DVD-диски, тепловентилятор, холодильник, микроволновка, постельное белье и так далее. На специальном бланке в комнате ожидания гости заранее отмечают, чем планируют пользоваться и оплачивают за 3 суток на двоих. На КПП девушек проводят по 2. Они сдают там документы, телефоны, симки, зарядники, флешки, фотоаппараты и тому подобное. Телефоны обязательно должны быть заблокированы, потому как менты тут же их включат и подробным образом начнут изучать на предмет следов общения с заключенным. Все переписки будут прочитаны. На КПП дают номерок от ячейки с вещами и пропуск. После КПП гости попадают в помещение для свиданий. Сразу при входе маленькая комнатушка, где все приехавшие на свидание должны расположиться со своими сумками. В некоторых колониях, прямо в этой комнате, по очереди, гости начинают выкладывать из сумок все, что привезли к ним на стол. Где 2 сотрудников и заключенный завхоз подробно все потрошат и пересыпают в привезенные ими же целлофановые пакетики. Продукты и сигареты туда можно привозить только в заводской упаковке. Они все распечатают и проверят сами. Все разрешается резать ножом, причем одним и тем же ножом режется колбаса, тут же режется торт, масло, сыр, хлеб и так далее. Изредка лезвие протирается куском туалетной бумаги. Сигареты вскрываются, но сами сигареты не ломают и из пачек не вытряхивают. Коробки и бутылки с напитками вскрываются. Квас, даже специальный, окрошечный и безалкогольный, не пропускают. А из газированных напитков можно только минералку. Тушенку и стаканчики с йогуртами вскрывают. Чай, кофе, сахар – все пересыпается в пакеты. Шоколад распечатывается, ломается на куски и также ссыпается в пакет. Все проверенное завхоз складывает тут же в сумки обратно и относит в отведенную для вас комнату. Затем перетряхиваются все личные вещи, в особо радикальных случаях даже нижнее белье, средства личной и интимной гигиены также детально рассматриваются. Никакие лекарства не пропускают. Если это необходимо по назначению врача, с собой дают несколько штук таблеток, столько, сколько нужно до следующего утра, а за следующей порцией нужно будет прийти завтра утром. Также необходимо будет сдать все драгоценности, деньги, банковские карты. Все это перечисляется на куске бумаги, кладется в пакет и убирается. После подробного перетряса всех сумок можно будет пройти мимо их стола в комнату. Кроме того, гости, идущие на длительные свидания, тщательно обыскиваются, ведь существует целый список вещей, запрещенных на территории колонии. Кроме очевидных, вроде наркотиков, алкоголя, взрывчатки, оружия и татуировочных машинок, на территорию исправительного учреждения запрещено проносить книги по единоборствам и паркуру, духи, транспорт, в том числе самокаты, гироскутеры, ролики и так далее. Деньги, технику, карты, причем как игральные, так и топографические. И порно. Порядок отработан, способов проверки у начальства множество. Лучше не испытывать судьбу, если хотите, чтобы свидание состоялось. Отказаться от досмотра можно, но это будет означать отказ в проведении длительной встречи. Как правило, этим занимается сотрудница женского пола. И в самых радикальных случаях она может заставить девушку раздеться. Сначала вверх, затем вниз, полностью. Многим девушкам такое отношение может показаться обидным и унизительным. В некоторых более цивилизованных колониях сотрудницы, войдя вместе с гостьей в комнату, объясняют, что в комнате, где и чем можно пользоваться. Сумки осматривают прямо в комнате. При ней все выкладывается на стол и открывается, ничего не перетряхивается, не режется и не ломается. И главное, раздеваться никто не заставляет, только аккуратно проводят руками, как это делают в зоне досмотра в аэропорту. Проводят рядом рамкой и уходят. Сотрудницы пытаются никакими действиями не задеть девичье достоинство.
Как видите, порядок таких досмотров может быть самым разным, от самого жесткого до вполне цивилизованного, как повезет. Выводят из комнаты длительных свиданий примерно в то же время, что и завели. Время, которое отмечено в пропуске. В определенный час по окончанию свидания за девушкой приходит автобус, заключенные же отправляются на КПП. Это был канал «Все о тюрьме», ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи вам!